Биткоин — это деньги 21 века против фиатной системы 20 века. Видео будет не про цену, а именно про перепрошивку самодостаточной замкнутой денежной системой. Цена тут побочный эффект. Цена — это то, как новая система выглядит в рамках старой. А кому какое до этого дело, ведь старая система прогнила. Сравним, как все было устроено в 20 веке в рамках того же рубля и какие последствия имеет переход в BTC. Биткоин растворяет бухгалтерию, аудит, комплаенс, IT, HR, безопасность, полицию, армию, саму функцию войны и политики. Все это схлопывается в сеть биткоина. В традиционной системе бизнес держится на бухгалтерах, а отчетность формируется периодами, например, поквартально. В биткоине учет встроен в протокол. Транзакции подтверждаются автоматически каждые 10 минут. Например, возьмем компанию Роснефть и найдем самую актуальную отчетность. Сейчас уже скоро март 2026, а самая свежая здесь от ноября 2025 года. Компания опубликует результаты за 9 месяцев 2025 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. После такой отчетности приходят аудиторы и вручную подтверждают цифры, а в биткоине учет закрывается криптографически, записи невозможно переписать. Опять на примере Роснефти, их эта свежая финансовая отчетность за 9 месяцев 2025 года все еще не прошла аудит. То есть аудиторское подтверждение еще старее самой отчетности. Аудиторское заключение за 2025 год появится уже в 2026 году, а самое актуальное пока что аудиторское заключение есть только на 2024. Аудит бухгалтерской финансовой отчетности Роснефти за 2024 был проведен аудитором, которое было назначено аудиторской организацией компании решением годового общего собрания акционеров 2024 года. Аудитор выразил немодифицированное аудиторское мнение в отношении указанной отчетности в своем заключении от 20 марта 2025 года. Обратите внимание на формулировку: аудитор выразил немодифицированное мнение, не гарантировал, не установил факт, а мнение выразил. Дорогое у него мнение о цифрах, которые появились задним числом. Немодифицированное означает: мы проверили и не нашли причин возражать, но ответственности за абсолютную истину не берем. Это официально оформленное согласие не возражать, а не доказательство истины. Да я сама работала стажером в Эрнст & Янге в 2005-м. Мы проводили аудит на металлургическом заводе в Новокузнецке. Какие только старые брошюры я там не откапывала. Короче, в традиционной системе миллионы операций сначала делают люди, потом другие люди проверяют первых, и затем третьи люди торжественно пишут, что у них нет возражений, называя это немодифицированным мнением, оставляя за собой право позже передумать. В биткоине все без пафоса и потому обиднее для профессий. Никаких мнений, комитетов, подписей. Транзакция либо проходит проверку, либо летит в мусорку. Блок закрывается каждые 10 минут. И системе абсолютно все равно, кто ты, что ты думаешь и какое у тебя мнение по этому поводу. И что особенно неприятно для привыкших к власти людей, система даже не знает, что ты с ней не согласен. В традиционной экономике еще у нас есть compliance. Это еще один отдел проверки после факта. То есть четвертые люди проверяют, не нарушили ли первые, вторые и третьи какие-нибудь правила. Причем часто после того, как что-то уже произошло. В биткоине compliance встроен в систему. Узлы сети автоматически проверяют каждую транзакцию, и после 6 подтверждений она становится практически необратимой. Транзакция попадает в блок, это одно подтверждение. Каждые 10 минут добавляется новый блок. Когда поверх твоего блока построено еще 6 блоков, это 6 подтверждений. Почему именно 6? Потому что после этого переписать историю становится практически невозможно. Для этого понадобятся колоссальные вычислительные ресурсы. Экономически это просто невыгодно. В фиате операция может всплыть как проблемная через месяцы или даже годы. Это мошенничество, за которое платит вся экономика. А в биткоине транзакция становится окончательной через час. Пятые люди — это IT-инфраструктура. В традиционной системе банки содержат IT-отделы и дата-центры и вынуждены постоянно инвестировать в их обновление. В сети биткоина майнеры и ноды и есть IT-инфраструктура, децентрализованная, распределенная и поддерживаемая самим протоколом. Она обновляется через консенсус и экономические стимулы, а участники, не следующие правилам сети, просто выпадают из системы. Если ты не обновляешь ноду, ты выпадаешь из консенсуса и автоматически исключаешься из сети. Если ты майнер на устаревшем оборудовании, ты становишься неконкурентоспособным и вылетаешь.
Если ты не платишь за электричество, ты тоже вылетаешь. Сеть биткоина самовосстанавливающаяся и самообновляющаяся. В фиатной системе те же процессы возможны только через ручное администрирование и контроль. Шестые люди HR-отделы, чтобы нанимать всех тех бухгалтеров, специалистов по комплайенсу и айтишников. В биткоине HR-отдела нет, потому что нет сотрудников, поэтому нет ошибок, бюрократии и коррупции. Номер 7. Инфраструктура. У банков аренда, налоги, здания. Многие банки и корпоративные группы инвестируют миллиарды в собственные ЦОДы, центры обработки данных и поддержание IT-систем или аренду сторонних, чтобы обеспечивать работу своих сервисов, поскольку физическая и программная инфраструктура стоит дорого и требует постоянного обслуживания. В биткоине инфраструктура — это майнинговые установки и ноды, где бы они ни находились. Тысячи таких независимых узлов делают сеть устойчивой и децентрализованной и заменяют необходимость банковских дата-центров и специализированной IT-инфраструктуры. Восьмые люди, наверное, самые жирные — это безопасники. В банке это охрана, сигнализации, страх взлома. В биткоине безопасность встроена в протокол и со временем только усиливается. Да чтобы вся фиатная система работала, нужна полиция. И безопасность неоднородная и дорогая. Если у тебя $1 миллиард в банке, тебе нужна охрана. Если у тебя $1 миллиард в биткоине, тебе не нужна охрана. Никто даже не знает, что он у тебя есть. А даже если знает, безопасность обеспечивается майнером условно в Исландии. Безопасность не привязана к месту хранения актива. В биткоине уровень финансовой безопасности не зависит от того, где ты находишься, в дороге, дома или в другой стране. Даже если к твоей голове приставили оружие, твой биткоин все равно защищен. Физически ты уязвим, да, но финансово максимально защищен, как никогда раньше в истории человечества. Нет другой формы собственности, которой ты можешь владеть при жизни и которая уважает твою волю и после смерти. Золото пытались сохранить и унести с собой тысячи лет. Его прятали, закапывали, охраняли и почти каждый раз находили и забирали. Биткоин — первая форма собственности, которая подчиняется твоей воле даже после смерти. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учетом представления о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. С обычным имуществом логика в рамках теории игр проста. Если ты угрожаешь оружием, рационально убить владельца и забрать все. С биткоином эта логика ломается. Если меня убить, ты не получишь ничего. Рационально становится договариваться. Просить половину. Биткоин — первая форма собственности, которая поощряет мирное разрешение конфликтов. Все остальные поощряют насилие. И если начать репрессии против биткоинеров, 99% капитала просто покинут эту юрисдикцию. Биткоин — это банк в киберпространстве. И когда сотня тысяч фиатных банков исчезнут в сети биткоина, вся энергия, которая тратилась на их обслуживание, возвратится обратно в экономику. Фиат — это национальные деньги, которые требуют армии, войны, политики для защиты собственности. Биткоин — это первые наднациональные деньги. И при этом мы устраняем колоссальное количество неэффективности. Биткоин убирает лишние слои. Мы их с вами насчитали как минимум 8, оставляя максимум безопасности при минимальной стоимости. Биткоин не борется с фиатом, он просто делает его ненужным. И я вообще выгляжу как человек, который кого-то в чем-то убеждает. Я просто объясняю, как устроен мир, в котором мы уже живем. Switch.